Приветствую, друзья! Сегодня мы рассмотрим новые гибридные наушники от уже порядком нашумевшей компании Tripovin. Да, те самые ромбус, просто с залипательным узором на внешней части. Производитель во всех деталях описывает использованный здесь динамик и хвастает наличием фирменного арматурного излучателя Nose 33518. Вводные вполне располагают. Ну а что же там по факту, в этом мы с вами и будем разбираться. Собственно, поехали! Пришла модель в крайне скромной картонной коробке, с которой мы узнаем лишь наименование модели. Впрочем, на странице магазина можно узнать и импеданс, равный 32 Омам, и чувствительность 106 дБ. В комплект нам положили абсолютно бесполезную инструкцию, приятный на ощупь мешочек для переноса и два набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Толку от этих насадок, сразу скажу, никакого, так что пришлось подбирать что-то другое из своей коллекции. Кабель выглядит на свою цену, витой, достаточно гибкий, со штекером на 3,5 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 466 тысячных Ома, что более-менее в пределах нормы. По крайней мере, бежать и менять его нет никакой необходимости. Сами чашечки полностью металлические, с гладкой внутренней частью и узором из многочисленных играющих на свету ромбов на внешней. Из функциональных элементов имеем компенсационное отверстие для 10-мм динамика, 3 вентиляционных отверстия, направленных назад, и средний по размерам звуковод. Села мне модель отлично, выглядит неплохо, да и звукоизоляция на весьма приличном уровне. Вот так это, друзья, и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный по параметрам импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,77%, что очень даже неплохо. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 76 и 98 миллисекундам с незначительными возмущениями в нижней половине спектра. Разницы между амбушюрами я лично не заметил. А вообще низкие частоты здесь имеют подъем на 11 дБ с правильным заходом на середину, чуть более выраженное выделение области разборчивости с пиком на 2,5 и 4,2 кГц, а также небольшое выделение 8 кГц для усиления резкости звучания. Самый верх же нам хорошо так прибрали по амплитуде, зато и проблем никаких там быть не может. Звучат же ромбус сверхнасыщенно, выразительно и немного слитно. Не то, что нет уклона в микронюансы, звучание вообще не особо отличается в плане прорисовки тембров. За детали, видимо, должен отвечать тот самый арматурный излучатель от Nose, но подача получилась слегка притемненной, а значит и влияние этого драйвера неявное. Обычно такой характер называют музыкальным или литым. Если же подобрать музыку, где явным образом инструменты нижней половины спектра отделены от верхней, то однородность мгновенно разваливается, демонстрируя нам плотные, немного вязкие низкие частоты и, наоборот, воздушные детальные верха. Мне подобные решения, признаться, не особо нравятся, хотя их и используют весьма уважаемые бренды в своих довольно дорогих наушниках. Естественным такое звучание я лично не назову, но что-то в этом реально есть. Джаз, различная электронная музыка, фанк и классика звучат неплохо. Без какого-то уклона в разделение или техничность, но за счет певучести и выразительности музыкальная картина кажется более-менее полной. Какие-то быстрые стили, очевидно, не конек данных наушников. Зато нигде ничего не пилит и не сыпет, бас массивный и глубокий, да и серединка не лишена эмоций и веса. Вследствие чего я бы рекомендовал к ним какой-то сверхчеткий детальный источник, можно даже из бюджетного сегмента. Массы и глубины наушникам хватает и своих, а вот скорости и прорисовки добавить было бы вот в самый раз. А следовательно, у них точно будет синергия. Что-то яркое, очевидно, подчеркнет арматурную направленность, а темное — литой характер динамика. То есть и здесь нужно искать некоторый такой баланс.
В сравнении с Kinera Hodor у героев обзора не хватает проработки на нижней части диапазона и заметно меньше высоких частот. BGUP Melody тоже намного ярче и детальнее при равной выразительности и мелодичности. Ну а новые Tripovin Alina почти не имеют нижнего баса, возможно, поэтому кажутся техничнее и также поджаты на верхах. Что из Tripovin мне нравится больше, сложно сказать. Я бы предпочел Melody или Hodor. Зато по сравнению со всеми видами Zera у героев обзора куда лучше выразительность и просто бесподобная передача эмоций. Если же говорить о роке и более тяжелой музыке, то звучание Rhombus мне даже понравилось. Та самая слитность и притемненность, что я помню еще на аудиокассетах. Если вы тоже немного ностальгируете по тем временам, то герои обзора вам однозначно понравятся. То есть фановая такая модель чуть лучше нашумевших Zera и заметно уступающая всему, что есть подороже. Подойдет же она для тех, кому надо погуще на низах, максимально массивно, но со всеми эмоциями на средних частотах и детально, но беспроблемно на верхах. Комфортный такой слегка басовитый звук. Ну и комплектные насадки вообще недостойны вашего внимания. Попробовал что белые, что черные, везде получил что-то невнятное, слишком воздушное и отстраненное. Так что все тесты проводил на амбушюрах КБР КБ-07. Вот с ними есть и выразительность, и мелодика, и насыщенность. Итогом гибридные наушники Tripovin Rhombus прельщают прежде всего своим необычным играющим на свету узором, удобной посадкой, неплохим кабелем и жирным, чуть притемненным звучанием. Из стиля, вообще говоря, модели больше всего подходят разнообразные агрессивные и ритмично-музыкальные, но не очень быстрые жанры. Ну и в прорисовку модель не особо уходит. Если, конечно, не завязать ее в правильную связку со специально подобранным источником. На мой взгляд, это еще одни интересные наушники в коллекцию или для ностальгии за старыми кассетными временами. Я с удовольствием ознакомился, но в качестве основных бы не выбрал. А на этом у меня все. Это были наушники Rhombus от компании Tripovin. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!